Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Очень часто начинающие мастера, в основном, конечно, девочки, пишут: трубочки накрутила, покрасила, подготовила, а вот какое изделие выбрать, чтобы плести, и как сделать форму, ума не приложу. Я всегда советую начинать плести из самого простого изделия, чтобы это изделие получилось, приносило радость и не отбило желание продолжать плетение. Именно для таких мастеров, которые только начинают свой творческий путь в плетении, я предлагаю сегодня сплести обычную. Можно сделать корзиночку, можно сделать вазочку для подарка. И сегодня в первой части я буду делать формочку для такой вазочки. Кстати говоря, у меня на канале есть видео, которое так и называется «Мои формы для плетения. Как и из чего делаю». А также в мастер-классах по плетению бельевых корзин я всегда показываю, какую форму я использую. Для круглых корзин это сетка. 2 или 3 видео есть по этой сетке, потому что было очень много вопросов, где покупала, сколько стоит. Поэтому я, когда была в строительном магазине, я снимала эти сетки, показывала, видео на канале есть. А при плетении квадратных или прямоугольных бельевых корзин использовалась совсем другая форма, там тоже все рассказано, показано подробно. Ну а сейчас я буду делать, скажем так, из подручного материала то, что у меня под рукой. В качестве формы будет обычная 3-литровая банка, картон. Корзинка получится вот такого вот размера, как моя вот эта ажурная корзиночка. Высокой делать смысла нет. Ну вот, допустим, вот столько. Я просто хочу показать, какого размера она будет. Это кверху у меня немножечко заужено. 16 сантиметров. А если померить по низу, 17 сантиметров. Ну и высоту посмотрим. В процессе плетения будет видно. 7-8 сантиметров. Еще я подготовила вот кусок ламината. Очень удобно на нем резать, он твердый. И я его использую подставку для того, чтобы резать картон обычным канцелярским ножом. Для начала я вот этот кусок картона просто вот по этим ребрам согну. Прям часто-часто. Для того, чтобы мне было удобно обмотать этим картоном банку. Я просто вот так пальчиками сгибаю по всему. И сейчас померяю, хватит ли мне для этой банки. Вполне хватает. Еще я хочу сделать, чтобы вот эта выпуклость была посильнее, чтобы она прям такая пузатенькая была. Поэтому мне нужно будет 2 куска картона, чтобы их приклеить один на другой. Сейчас я покажу, как я это делаю. Так, неровный край можно обрезать или ножницами, или канцелярским ножом. Попробую ножницами. Ножницами тоже неплохо идет. Так, вот здесь место стыка. Значит, здесь я сейчас ножом, канцелярским ножом и срежу.
Нет, я немножечко не угадала. Буквально 3-4 миллиметра. И я буду переделывать. Так, мне нужно еще немножечко прям вот эти 3-4 миллиметра срезать. Как в детском стишке. А потом еще немножко, а потом еще чуть-чуть. Обрезаю все, чтобы было ровненько. И по новой. Во, все. Все, прям впритык. Замечательно. Беру скотч. Кстати говоря, чтобы не терялся краешек, я всегда загибаю вот так вот уголочек. Загнула, и нет проблем с поиском края. На этом этапе было бы неплохо, чтобы кто-то помог. Но так как я одна дома сейчас, будем и зубами, и руками, как говорится. Так. Сейчас я немножечко еще подтяну. Все, прям впритык. Так, есть. Второй кусок скотча сверху. Все, никуда он у меня теперь не денется. Вот так вот уголочки все. Здесь можно регулировать или сразу снизу, чтобы было расширение, или чуть-чуть повыше. Так, я пока так оставляю и приступаю ко второй части. Чтобы корзиночка была более округлая, я сейчас из такого же куска вырежу примерно вот сколько здесь? 4 сантиметра. Вот такую вот полосочку. Так, для этого я вот здесь беру, отмеряю 4 сантиметра. Потом где-нибудь вот здесь. Еще 4. Еще. И в конце. И соединяю точки между собой. Теперь также канцелярским ножом срежу. А пожалуй, можно было бы и больше. Нет, достаточно. И сейчас я отрежу. Этот кусок картона также надо обрезать, чтобы все было ровненько.
Да не очень-то и получается. И точно так же отмеряем, как и тут. Только я уже не здесь буду склеивать, где это, а в стороне немножечко. Корзинка, пожалуй, у меня получится немножко повыше, чем я планировала. 8. Нет, так же и будет. 8 и плюс загибочка. Я вообще люблю дарить такие вещи, которые потом будут использоваться. Если сделаешь маленькую, ну куда ее потом? Никуда. А если сделать немножечко побольше, даже вот на стол, на дамский столик, туда же крема эти же положить, там лак для волос или в ванную. И будет, так сказать, на добрую память. Так, вот это грязное, ой, грязное, мятое я отрежу. Длина мне полоски позволяет это сделать. А вот сюда и я приклею. Также отрежу. Сейчас сделаю впритык, прям что было, состыкую. Вот так вот. Вот так состыкую и склею. Вот и все. Дальше, что я хотела еще сказать. Если хочется еще более пузатенькую, пузатики, как называют девочки-плетельщицы, вот эту можно было сделать пошире, а третьей узкой сверху еще одну приклеить. Я делать не буду. Дальше, что еще хотела обратить внимание. Бумага есть бумага, она будет скользить. И для того, чтобы ровно у нас была пузатость вот эта, я вот что делаю. Я просто отмечаю карандашиком, где проходит низ верхней картонки. И тогда во время плетения, если у меня где-то подскочит, я его сразу же поправлю. Так, скотч заклеить. Так вот. И будет все ровненько. Вот так вот придерживаться. Можно, конечно, еще вот так вот скотчем наклеить, тогда оно никуда не денется. Ну вот я делаю вот так. Можно также еще и сверху прочертить, так сказать, границы, чтобы нам не вылазить из-за них. Кому как удобно. Можно и скотчем, можно карандашком просто отметить. Вот так вот. Ну вот, собственно, и все. Формочка для плетения вот такой вот ажурной корзиночки или для корзинки для подарка готова. Легко, быстро, просто справится даже ребенок. Тем более, если у вас есть дети, тем более приучайте их к труду сразу же. Пускай подержит где-то или приклеит скотч. Вместе всегда интереснее и веселей. По такому же принципу можно сделать корзиночку, вазочку для тех же конфет, для выпечки. Смотрится очень красиво и очень достойно. Поэтому рекомендую. Конечно же, вместо банки можно взять любую другую емкость, а тем более, если вы планируете делать несколько таких изделий, как говорится, надолго, можно сделать из пластика и не разбирать. Я сделаю несколько корзиночек, картон сниму, выкину, баночка пойдет в прямое использование. На этом, собственно, все. Если вам нравится, пишите комментарии, ставьте лайки, немножко поддержите меня.
А я на этом со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока.